Джонни, я долго думала, что простила тебя, правда. Я повторяла это как молитву. Я понимаю его, я прощаю. И вроде бы чувствовала покой, но теперь понимаю, это был не покой, а затишье перед тем, чего я не хотела видеть. Понимаешь, я так долго строила из себя сильную, что сама поверила, будто боль можно задавить, что если я объясню себе, почему ты убежал, все внутри станет легче. Но не стало. В глубине оставалась какая-то серая, вязкая тяжесть, такая, что не отпускает, даже когда улыбаешься. И я не злилась на тебя, я злилась на себя за то, что в ту ночь, когда ты побежал, во мне снова ожил старый страх, что меня можно оставить, что я та, кого не спасают. И, наверное, именно поэтому я так долго не могла тебя простить. Не потому, что ты убежал, а потому, что твой страх отозвался во мне моим. Когда мне было, наверное, 8, был обычный вечер, зима. Я сидела на подоконнике и ждала маму с работы. Она обещала принести мне маленького плюшевого пса. Я тогда очень любила собак. Но у нас не было настоящей. Я ждала долго. Сначала смотрела в окно, потом уснула прямо там, облокотившись на холодное стекло. Проснулась — темно. Мама не пришла. Она застряла где-то, не предупредила. А я сидела одна в пустом доме и думала, что, наверное, я ей не так и нужна. Помню, я тогда пошла в коридор и включила свет, но он вдруг мигнул и погас. И мне стало так страшно, что я просто села на пол и тихо сказала себе: «Ничего, главное не плакать. Если заплачешь, будет только хуже». И вот это чувство оставаться в темноте и притворяться, что все в порядке, оно осталось со мной навсегда. Я стала той девочкой, которая всегда в порядке, которая улыбается, когда больно, и говорит: «Не переживай, все нормально», которая, если кто-то уходит, не бежит за ним, а просто тихо закрывает дверь. Понимаешь? Я не научилась злиться, я научилась исчезать. И когда ты побежал от медведя, я будто снова осталась в том коридоре, в темноте, с выключенным светом, и сказала себе то же самое: «Не плачь, все нормально». Но на самом деле было ненормально. Все внутри кричало, я просто не умела это показать. Когда я встретила тебя, я впервые подумала: может, теперь все иначе, может, со мной останутся. И когда ты убежал, мне показалось, что эта история повторилась. Только теперь больнее, потому что я поверила. Когда я слушала твой монолог, Джонни, что-то в моей защите треснуло. Ты говорил про того мальчика в темноте, и вдруг я поняла: ты и я просто выросли из разных теней одной и той же боли. Ты бежал от темноты, а я в ней жила. Ты спасался движением, а я тишиной. Мы оба просто хотели, чтобы кто-то остался. И я хочу сказать тебе честно, теперь я тебя простила. По-настоящему. Не потому, что ты объяснил, почему убежал, а потому, что я поняла: ты не бросал меня, ты спасал себя. А я все это время спасала свою иллюзию, что если я буду хорошей, сильной, понимающей, меня не покинут. Теперь я понимаю, что любовь — это не гарантия, что не уйдут. Это готовность остаться, даже если страшно. И я выбираю остаться. Да, я все еще боюсь, что меня забудут. Этот страх, наверное, никогда не исчезнет. Иногда, когда ты просто долго молчишь, он снова поднимается, как волна. Я чувствую, как внутри холодеет, и хочется спросить: ты все еще здесь? Но теперь я не замираю, я просто дышу и напоминаю себе: я уже не та девочка на подоконнике. Я могу включить свет сама. Ты говорил, что боль твой учитель, а я думаю, что моя боль мой проводник. Она научила меня видеть других не через страх, а через сочувствие. Теперь
Когда я смотрю на тебя, я вижу не человека, который убежал, а мальчика, который когда-то просто хотел, чтобы его кто-то поддержал. И знаешь, я подождала, и не зря. Теперь я понимаю, прощение — это не забыть, это просто открыть ладонь и перестать держать то, что давно хочет уйти. И если ты когда-нибудь снова испугаешься, я не буду кричать «Останься!», я просто скажу «Я здесь». Свет включен.